предыдущих роликах. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке, а также о строительстве. Возвращаемся к ремонту квартиры, к проекту по ремонту новостройки. Я сделал небольшую нарезочку, чтобы вы вспомнили, на чем мы остановились. В этой серии я буду красить стены. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Начну немного с теории очередности этапов ремонта. Есть два варианта покраски, независимо от того, красите вы валиком или безвоздушкой. Можно красить стены и потолок перед укладкой напольного покрытия. Значит, в таком случае получается, что укрывать пол не нужно, но нужно очень аккуратно укладывать напольное покрытие, потому что есть вероятность, что напольным покрытием во время укладки вы можете повредить стены. И второй вариант – это покраска стен и потолка после укладки напольного покрытия. Сначала укладывается ламинат или кварцвинил или еще там паркет, затем это все накрывается картоном или ДВП, и уже после этого красятся стены и потолок. В таком случае исключается возможность повреждения стен от работы по укладке напольного покрытия. Я буду красить стены после укладки напольного покрытия, но сначала покажу покраску, а потом в следующей серии покажу укладку напольного покрытия. Тут чисто технические причины, потому что я забыл материал, флешку в другом городе и смогу забрать про укладку напольного покрытия там через несколько недель. Получается немного задом наперед, но других вариантов нету. Обязательно перед укрывкой напольного покрытия все нужно очень хорошо пропылесосить. Если вдруг под укрывочный материал попадет какой-то камешек, вы его не увидите и будете топтаться по картону с этим камешком. Соответственно, можете поцарапать напольное покрытие. В качестве укрывочного материала я буду использовать гофрированный картон. Он для этих целей хорошо подходит. Еще можно использовать ДВП. Это укрывочное покрытие лучше, но и оно дороже. Его обычно используют, когда напольное покрытие дорогое и заказчик готов заплатить за ДВП. Гофрированный картон имеет два слоя бумаги, плюс посередине прослойка воздуха. Благодаря этому при попадании на него краски он полностью не размокает, а намокает только верхний слой. Листы между собой склеиваю обычным упаковочным скотчем. Вырезаю все впритык к стене. По периметру стены внизу будет плинтус, поэтому если стена не прокрасится на толщину картона, это не страшно. Обратите внимание, что края картона я прижимаю обрезками кварцвинила и плиткой.
Если бы у меня не было обрезков, то целесообразно было бы по краям его приклеить клеящейся лентой. Для чего я прижал картон по краям обрезками кварцвинила и плиткой. Дело в том, что во время покраски от безвоздушки создается такая воздушная струя воздуха, которая может поднять картон, и, соответственно, краска попадет на кварцвинил. Поэтому желательно прижать и вот этот момент контролировать. Перед покраской также нужно обязательно снять радиаторы, чтобы покрасить за ними. Можно, конечно, их обкрасить, но это будет такой колхозный вариант. Обязательно снимаем все, что можно снять перед покраской. Перекрываем все и снимаем. Закрываю клапан снизу и сверху. Приоткручиваю гайки, чтобы слить воду с радиатора. Полностью гайку откручивать не рекомендую, так как напор воды зальет все вокруг. Лучше сливать воду по чуть-чуть. Дальше просто снимаю радиатор с креплений. Затем заклеиваю все клапаны и крепления, чтобы они не испачкались во время покраски. Использую красную ленту Blue Dolphin, так как она не размокает и не оставляет следов от клея. Я временно ставил бризер. Его тоже нужно снять, чтобы за ним покрасить стену. Все подрозетники закрыли шайбами из пенополистирола. Друзья, когда планируешь ремонт, на начальном этапе можно упустить какие-то вещи. Так получилось и у меня. В моей квартире большие окна, и это по-настоящему круто. Отличный вид, много света и пространства кажется больше. Сейчас я жалею, что на этапе электрики не спланировал современную систему электрических карнизов и штор и не вывел провода в нужные места. Как оказалось в конце ремонта, именно такие электрические ролеты мне подходят лучше всего. Компания Anvis занимается производством всех видов электрических карнизов по индивидуальным заказам. Это классические раздвижные шторы, рулонные шторы, римские шторы, вертикальные, горизонтальные и различные другие системы. В моем случае, так как я в откосах планировал светильники, я могу запитаться от этих проводов, которые вывел в откосы. С минимальными потерями, просто с перекраской откоса. Карнизы производятся в городе Киров. Есть представительство в Беларуси, где вы можете заказать всю продукцию, а также установку и монтаж. Выдерживают вес штор 50 кг. Бесшумный двигатель и профиль с шумогасителем. Все это позволяет бесшумно открывать шторы. Возможность подключения к системам «Умный дом». Alisa, Mi Home, Apple HomeKit, Google Home. Производитель электрокарнизов Anvis дает 5-летнюю гарантию, и вы можете быть спокойны.
в отличие от продукции из Китая, где гарантии у вас просто не будет. Отгрузка по всей территории РФ и в Беларуси. Anvis полностью организует замер и установку электрокарнизов, или можно установить карнизы самостоятельно. В этих двух коробках поместились все 5 рулонов электрокарнизов для моей квартиры. Для установки карнизов я воспользовался услугами профессионалов из компании Anvis. Сама установка несложная, по сути это монтаж двух креплений с последующей установкой и настройкой карниза. Единственное, что я помог установить, это самый длинный электрокарниз, так как одному человеку это делать неудобно. Управляются рулонные электрокарнизы при помощи такого вот красивого пульта. Сейчас я вам продемонстрирую опускание и поднимание полотна. Материал я выбирал, который не пропускает солнечный свет, то есть blackout. Такие рулонные электрокарнизы мы установили на все окна в квартире. Вообще, такие рулонные электрокарнизы удобная штука и не съедает пространство. Ссылка на сайт компании будет в описании. Окна и подоконники я заклеил раньше пленкой и красным скотчем Blue Dolphin. Он, кстати, не оставляет следы от клея. Вот что получилось. В принципе, комната готова для покраски. Застелен пол картоном, заклеены окна, сняты радиаторы, заклеены крепления и снято навесное оборудование. Вентиляция. О, еще одна вещь. Свет нам не нужен, поэтому лампочки выкручиваю и заматываю провода пленкой, чтобы не забрызгать их краской. Окна заклеиваем картоном. Во время покраски мы будем использовать боковой свет. При боковом свете видны все дефекты и непрокрасы. Принцип тот же, который применяется при зачистке стен. Все комнаты подготавливаются по такому же принципу. Единственное, что еще в кухне, нужно будет заклеить фартук из плитки, а в коридоре электрощиток. Фартук тоже заклеиваю пленкой пластиковой лентой Blue Dolphin. Когда вы зачищаете шпатлеванную поверхность, независимо от того, делаете вы это ручным способом или машинкой, образуется очень много пыли. Особенно эта пыль видна хорошо при боковом освещении. Перед покраской стены обязательно нужно обеспылить любым доступным для вас способом. Самый простой, конечно же, это пылесос. Этот момент в ролике про подготовку стен под покраску я как-то упустил и не показал, как я пылесосом обеспыливаю стены. Но вообще стены у меня были обеспылены и уже один раз прогрунтованы. Стены в квартире я уже грунтовал, но вот я сейчас провожу рукой, все равно немножко берется пыль. Плюс здесь еще производились плиточные работы, поэтому стены грунтуем еще раз. Грунтовку использую белого цвета, ST17 церезит концентрат. Разбавляю водой по инструкции. Наносить буду при помощи безвоздушки. Настроил аппарат на минимальное давление, чтобы не переливать грунтовку на поверхность. Для грунтовки обычно использую сопла 510-512. Обязательно сразу нужно иметь в руках валик. Все равно в каких-то местах будут подтеки. Чтобы грунтовка не успела размыть шпатлевку, валиком нужно раскатывать эти подтеки. Для нанесения грунтовки буду использовать боковой свет, так как все сразу видно.
где прогрунтовал, где не загрунтовал, подтеки, которые могут образоваться в процессе этой работы. Грунтовка наносится равномерно под боковой свет, контролируются пропуски и переливы. Затем, если есть места, где перелили и висят капли, раскатываем это валиком. По такому принципу грунтуем все стены и потолки в помещении. Обязательно убираем подтеки и не делаем пропуски, чтобы грунтовка была на всей поверхности. Ну и, конечно же, используем средства защиты органов дыхания. После того, как вы загрунтовали всю квартиру, грунтовке нужно дать высохнуть. Почитайте инструкцию на упаковке, там должно быть написано, сколько сохнет грунтовка. И, соответственно, соблюдайте все эти технические перерывы. Вообще рекомендую загрунтовать всю квартиру и прийти красить на следующий день, что мы и сделали. Для покраски стен я буду использовать краску Bitec Max. Это интерьерная краска, специально предназначена для стен. Она полуматовая, и в случае необходимости стены можно протирать. Краску можно наносить при помощи кисти и валика, а также методом распыления. Для потолка я буду использовать краску Bitec Elixir Matte. Это глубокоматовая краска, которая рекомендуется для покраски потолка, за счет того, что после покраски образуется глубокоматовая поверхность. Теперь пару слов о краске. Краска Bitec – это турецкий производитель. Это прямой родственник Капорола. Технология, сырье, методы производства – все построено на технологиях компании Капорол. Краску я покупал в условиях санкций. Поэтому все фирмы основные разбежались, и Bitec остался единственным хорошим производителем краски на белорусском рынке. Забегая наперед, скажу, что это не реклама. Краска действительно оказалась очень хорошей, и я ее рекомендую для использования в ремонте. Возникает закономерный вопрос. Если стены и потолок белые, зачем тогда использовать две разные краски? Не проще ли покрасить все одной? Отвечаю. Краска для стен и потолка используется разная, потому что у нее разное назначение. Краска для стен должна быть износостойкой, стойкой к стиранию, чтобы ее можно было протирать. Соответственно, она имеет глянцевую или полуглянцевую структуру. Глянец подчеркивает все изъяны на стене. А вот краска для потолка, она имеет глубокоматовый эффект. Глубокий мат, он создает такой единый контур, где ничего не видно. Даже если на потолке есть какие-то небольшие дефекты, то вот это матовое покрытие, она это все скрывает. А если потолок покрасить глянцевой краской, то все будет видно, он будет блестеть.
Поэтому, соответственно, и используются две разные краски. Для потолка это глубокоматовая краска, которая, кстати, в 2 раза дешевле. И для стен интерьерная краска, которая стойкая к стиранию, чтобы ее можно было в случае чего протереть, допустим, тряпкой или каким-то приспособлением, чтобы убрать пыль. Внутри ведра краска находится в пакете. Это правильное решение, так как избавляет вас от сухарей, которые может образовываться под крышкой. И не нужно мыть ведро. Работать с краской из пакета оказалось очень удобно. Краску разбавляю согласно рекомендациям производителя. Перемешиваем венчиком, специально предназначенным для краски. Благодаря такому венчику не образуется большое количество пузырей. Технология покраски у нас будет следующая. Сначала мы красим стены, затем потолок. Почему сначала стены? Все очень просто. Потому что стены легче заклеить пленкой. Если у вас есть желание заклеивать пленкой потолок, вы можете сначала красить потолок. Краску на стены и потолок буду наносить при помощи аппарата для безвоздушной покраски. Красить буду в малярном комбинезоне защитном, ну и обязательно используйте маску. Сейчас нам нужно настроить факел. Я сейчас покажу, как это делается. Берем какой-то листовой материал, либо кусок гипсокартона, либо кусок картона. У нас кусок картона есть. У меня это кусок картона. Для удобства я его расположу на полу, чтобы было удобно снимать. Предварительно на безвоздушке я поставил давление, которое рекомендует производитель краски. Делаем пробный выкрас. Ну вот, в принципе, сразу у нас получился нормальный факел. Я сейчас крашу 514 зеленым граковским сопло. Это сопло предназначено для покраски при относительно низком давлении. Даже при низком давлении оно, в принципе, будет создавать хороший нормальный факел. Вообще, настройка факела дело несложное. Ставите давление на аппарате, который рекомендует производитель, делаете пробные выкрасы. Если по краям получается две такие полоски, то надо давление увеличивать по чуть-чуть, пока они не пропадут. Если вы поставите слишком большое давление, то, соответственно, вы просто перельете краску, будет видно, что очень большое количество краски, она стекает. Края факела должны быть немножко закруглены. И покрытие краски равномерным. Теперь можно приступать к покраске. Сначала вверху делаю пробные выкрасы и смотрю результат. Ну, сколько, да. Результат меня устраивает, я прокрашиваю верх при помощи стремянки. Удлинителем я не пользуюсь, потому что в удлинителе остается остаточное давление, и он плюется на стену краской. А если красить без удлинителя, то можно этого не опасаться. Обратите внимание, что я крашу горизонтально. Так будет видно меньше следов при боковом свете от окна.
Прокрашиваю всю стену за один раз. Класс. Заметил непрокрашенную полоску и решил ее поправить. Да, мне тоже показалось, что там полоска. Вот так вот обычно выглядит лицо после безвоздушной покраски. Первый слой краски я нанес. Теперь нужно подождать, пока краска высохнет, и сделать дефектовку. После первого слоя будут видны все изъяны. Плюс еще нужно сделать один хитрый прием, чтобы стена была гладкая, а не была похожа на наждачную бумагу. Первый слой мы нанесли вчера, он высох. Теперь нужно мелкой наждачкой аккуратненько пройти по всем стенам, сбить застывший мусор. Когда вы наносите первый слой, краска поднимает всякие ворсинки, пыль, и это все застывает вместе с краской. Получается, что я вот веду рукой, мне встречаются такие острые какие-то элементы, то есть похоже немножко на мелкую наждачную бумагу. А для того, чтобы стена была гладкой, нужно пройти мелкой наждачкой, но не зачищать ее, а просто все позбивать. Плюс ко всему, если я вдруг увижу какой-то дефект, его можно подмазать шпатлевкой и после этого уже нанести второй слой краски. Второй слой краски будет уже гладенький. Поехали! В процессе зачистки нашел несколько дефектов и пометил их малярной лентой. После того, как прошел по стенам наждачкой, нужно смахнуть пыль. Для этого использую обычную хлопчатобумажную тряпку, вернее свою майку. Как исправляются эти дефекты? Просто ямочку подмазываете шпатлевкой, шпатлевка высыхает, затем все это зачищаете наждачной бумагой, и от дефекта ничего не остается. После того, как мы проделали все эти процедуры со стеной, можно наносить второй слой краски. Он наносится точно так же, как и первый, под боковой свет, под лампу. А еще я рекомендую, если у вас несколько комнат, красить комнаты по очереди, чтобы у вас всегда оставалась чистая комната, где можно поставить оборудование, положить одежду. Тем более, что во время покраски в помещении, в комнате создается стопроцентная влажность, запах краски, и тут долго невозможно нормально находиться. Поэтому покрасили комнату, дверь заклеили, и в другой чистой комнате можете спокойно или отдохнуть, или привести там оборудование в порядок, что-то помыть. Поэтому красьте помещение по очереди. Перед покраской можно использовать хитрый прием. В том помещении, в котором вы красите, поднять влажность. Краска не будет так сильно быстро схватываться. Влажность поднимается следующим образом. Просто из пульверизатора, в данном случае из безвоздушки, разбрызгиваете воду куда-нибудь в районе пола.
Помимо поднятия влажности, я заодно выгнал воду из шланга до того момента, как пойдет краска. Ну, была не была. Ну, что у нас тут? Вся стена задута. Видно? Ну, она блестит. Мне кажется, есть промежуточек вот здесь. А? Промежуточек вот здесь есть. Сверху. Вот посмотри. Видишь? Да. Вижу. Причем два, по-моему. Если есть помощник, это очень удобно. Один человек держит свет, а второй красит. А вот так вот мы решили вопрос с дверными проемами. Потолок будем красить на следующий день, после того, как высохнет краска на стенах. Это не значит, что мы покрасили одну комнату и ушли. Мы покрасили одну комнату, перешли в другую, подготовили стены, покрасили там, потом кухню-гостиную. То есть мы без дела не сидели до конца дня, все красили. Отделение краски потолка и стены буду делать при помощи малярной ленты на основе рисовой бумаги. Она не размокает. Ленту приклеиваю в угол, в то место, где будет разделяться краска. Расстояние примерно 1,5 мм от потолка. Делаю все это на глаз. Чем ровнее, тем лучше. Если у вас белый потолок и белая стена, то кривой стык краски вы не увидите. Для разделения потолка и стен использую малярную ленту, которая не вздувается от воды.
Вот что получилось. По периметру стену, стык потолка и стены я заклеил малярной лентой. Лента специальная, на рисовой бумаге, очень хорошая. Почему я не клеил ленту вместе сразу с пленкой? Потому что с пленкой вы аккуратно ленту приклеить не сможете. Клеится сначала аккуратно лента, а к ней уже подклеивается пленка. Пленку уже можно подклеивать как угодно, не обязательно аккуратно. Есть вот такие специальные пленки в рулоне с клеящейся лентой. Можно использовать обычную пленку. И уже не обязательно аккуратно, просто подклеиваете на ленту. При покраске безвоздушкой именно работы по заклейке больше всего занимают времени. Значит, после того, как приклеили пленку, эту пленку все опускаю до пола. Здесь она как раз 2,70 по высоте. Снизу все прижимаю, потом еще подклею маляркой. Краска для потолка тоже в пакете. Перемешиваем, чуть-чуть разбавляем водой, затем снова перемешиваем. Сейчас мы все заклеили, приступаем к покраске потолка. Потолок можно красить по-разному. С грунт-краской в один слой. Мы будем красить в два слоя, мокрый по мокрому. То есть нанесли первый слой, краска начала матоветь, пройдет где-то часа полтора, и наносим второй слой.
после того, как потолок был покрашен 2 раза, в принципе, весь процесс покраски закончен. Рекомендую приходить снимать пленку с окон, со стен, убирать картон с пола, когда краска полностью высохнет, чтобы не пачкать руки, чтобы ее можно было свободно снимать, сворачивать, засовывать в пакет и не бояться испачкаться. Малярную ленту отрываем аккуратно, чтобы не повредить краску. Ну что, ролик подошел к концу. Если видео вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вам желаю успехов в работе, хорошего настроения. До новых встреч! Продолжение следует.